Всем привет! Сегодня будет видео о том, как связать такую юбку крючком. Связанная из мотивов она. Юбка прямого силуэта. В этом видео я расскажу основные моменты вязания такой юбки и покажу, как я выровняла верхний ряд, как перешла к поясу, как здесь все провязала. Юбка у меня на резинке. Вот таким образом оформила. Как связать сам основной мотив и соединительный мотив, на моем канале есть отдельное видео, там подробный мастер-класс. Эта пряжа очень тоненькая, и в том видео я показываю на более толстой пряже, как вязать каждый ряд показала. Оставлю ссылку под этим видео на этот мастер-класс, и кто не видел, добро пожаловать, посмотрите. Мотивы я вязала по такой схеме. Ссылка на нее есть под видео, где мотивы я показывала, как вязать. Ну и под этим видео я также оставлю ссылку. Я изменила здесь только в одном месте. Соединяла мотивы еще и в тех местах, где в схеме не указано соединение. А все остальное вязала так по схеме. Юбка связана на 50 размер. Ее размеры: ширина 51 сантиметр и длина полностью от начала до конца 60 сантиметров. Вязала из пряжи Alize Forever Simile. 96% микрофибра, 4% металлик. Номер 298, 50 граммах, 280 метров. Вязала крючком 1,25. На юбку ушло 320 граммов пряжи. Получилась она очень мягкая, легкая. Такое струящееся полотно. Я вязала мотивы рядами, присоединяя мотивы в последнем ряду вязания мотива. И затем уже соединительные мотивы. Начать вязание такой юбки можно с любого места. Это, как обычно, как всегда, любые изделия мотивами, в том числе и юбки. Я провязала так. Я связала сначала 3 ряда мотивов, между ними 2 ряда соединительных мотивов, затем выровняла верхнюю часть, провязала пояс, и мне уже после этого было удобно примерять на себя, и я стала вязать ряды мотивов вниз, и уже мне было легко сориентироваться по длине. Всего у меня получилось по кругу на мою ширину 12 мотивов. И в длину полос таких мотивов, основного мотива, получилось 7. 7 рядов мотивов. И между ними 6 рядов соединительных мотивов. Я их пересчитала. Получилось 7 рядов по 12 мотивов. Это 84. В общем, в юбке 84 основных мотива и 72 соединительных мотива. Если все вместе посчитать, 156 мотивов. Юбка ажурная, и, конечно, нужен подклад. У меня это готовый такой подъюбник. И с ним, конечно, мотивы смотрятся более четко. Вот таким образом. По нижней части юбки я никакую обвязку не делала. Как оно закончилось, так и закончилось. Меня это полностью устроило. Здесь ничего и не нужно.
все очень хорошо смотрится. А сверху, как я сказала, здесь, конечно, я выровняла, потому что верх он был такой же, как низ. Оставались места, которые нужно было выровнять и перейти к поясу. Как я это делала, я сейчас покажу на образце. У меня осталось несколько мотивов, с которых я начинала вязание, на них я и буду показывать. Это все то же самое. Я сначала начала вязать так, как по схеме, то есть не соединяла в углах мотивы. Мне это не очень понравилось, потому что все-таки идет разъединение в этих местах, и так и хочется их присоединить здесь. И поэтому я просто оставила эти мотивы и начала вязать заново. А они у меня так и остались. На них я покажу. Вот здесь видно, что эти места для перехода на пояс нужно заполнить. Заполнить можно разными способами. Я покажу, как это сделала я. Итак, край мотивов выглядит так. Для того, чтобы выровнять этот край, я связала полумотивы соединительные. Полностью соединительный мотив, он вяжется на 4 стороны. По одной с каждого мотива задействуется. Здесь всего 2 стороны, то есть я провязала половину этого соединительного мотива. Как я это делала? Так, здесь, значит, в полном соединительном мотиве провязывалось по 3 столбика в каждую арку боковой стороны. То есть в крайние столбики ничего не провязывалось, только в 3 арки боковой стороны. Точно так же я провязывала и полумотив. На каждой стороне есть 2 угла, и между ними 3 арки. Вот именно в них я и провязывала соединительный мотив. Вот они, 3 арки. В первую присоединяю нить. Я делала так, просто нить продевала, завязывала один узелок, потом я этот кончик прятала. Теперь ввожу крючок в центр арки первой и провязываю 3 столбика, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это 1 столбик с одним накидом заменяет. 1 воздушная петля. И затем в следующую арку также столбик с одним накидом. Опять воздушная петля. И в третью арку столбик с одним накидом. Воздушная петля. Все, 3 столбика на этой половине провязаны. Теперь переходим на следующую боковую сторону, вернее, на боковую сторону следующего мотива. Здесь также средние 3 арки. И провязываю в каждую по столбику с одним накидом, между ними воздушная петля. В первую столбик с одним накидом, воздушная петля. Во вторую столбик с одним накидом, воздушная петля. И в третью. Всего получается 6 столбиков. 3 с одной стороны и 3 с другой стороны. Затем делаю 1 воздушную петлю, разворачиваю вязание на изнаночную сторону и в каждый из этих 6 столбиков провязываю по 1 столбику без накида, начиная с первого. В первый провязываю 1 столбик без накида.
следующий второй столбик, следующий третий столбик без накида, четвертый, пятый и шестой столбик в третью воздушную петлю подъема. Шесть столбиков. И затем нить обрезаю. Вот таким образом связан полумотив соединительного мотива. Так я провязала, заполнила все эти углубления такими полумотивами и затем уже стала вязать по кругу все время по лицевой стороне, каждый ряд по лицевой стороне, так как юбку я вязала по кругу и не поворотными рядами, а по лицевой стороне. И провязывала галочки. Провязывала так. Здесь на каждом мотиве остается одна ровная сторона, и затем в каждом этом углублении будет полумотив. Я сейчас покажу, как провязать на двух мотивах и одном полумотиве. Здесь у меня будет начало ряда в угловой арочке. Присоединяю нити, провязываю 3 столбика с одним накидом, заменяют один столбик, 2 воздушные петли и в эту же арку еще один столбик. Такая галочка получается. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. И дальше в каждую арку провязываю такую галочку. Это был угловой. Теперь 3 средних арки на стороне мотива. В каждую провязываю также. Так. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, в эту же арку столбик с одним накидом. Перехожу в следующую арочку. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, сюда же столбик с одним накидом. В следующую столбик с накидом, 2 воздушные петли, сюда же столбик с накидом. И в угловую также столбик с накидом, 2 воздушные петли, сюда же столбик с накидом. Получается, что на одной боковой стороне мотива 5 таких галочек. 3 в средние и по одной в угловые арки, ну то есть в каждую арку. Затем перехожу на соединительный полумотив, и в него я провязываю всего 2 галочки. Здесь, когда я провязывала 6 столбиков без накида, вот они, последний ряд по изнаночной стороне, который провязала, и я провязала одну галочку в первый столбик и одну галочку в последний столбик. И все, больше по соединительному мотиву я галочек не вязала. Провязываю так в первый столбик галочку, и в последний также столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Вот так, только 2.
и перехожу на следующую боковую сторону мотива. Также в каждую из арочек провязываю такую галочку. Одна, следующую арку вторая, следующую третья, четвертая, и пятая. То есть получается 5 галочек над самим мотивом и 2 над соединительным мотивом. И так выравнивается край. И дальше я провязывала просто галочки над галочками. Оно с каждым рядом выравнивается все лучше. Так как здесь у меня не круговое вязание, я обрежу нить, чтобы показать так же, как я вязала на своей юбке. Когда по кругу, как я сказала, я вяжу каждый ряд, начиная по лицевой стороне. И дальше также в каждую галочку провязываю точно такую же галочку. Три воздушные петли, заменяющие столбик, еще 2 воздушные петли, и в центр галочки еще 1 столбик. Дальше перехожу в центр следующей галочки под воздушные петли. Столбик с накидом, 2 воздушные петли, сюда же столбик с накидом. И так над каждой галочкой точно такую же галочку. Всего таких рядов с галочками я провязала 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Не прибавляя, не убавляя, просто галочку в галочку. Так, провязала 5 рядов галочек и затем провязала ряд для резинки из столбиков с 2 накидами. Как провязывала. Я довязала на своем образце второй ряд галочек до конца, и уже видно, что лучше выравнивается. С каждым рядом оно все более ровно становится. И так как я сказала, провязала 5 рядов таких галочек и затем перешла на вязание ряда столбиков с 2 накидами. В первый столбик галочки провязываю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Они заменяют 1 столбик с 2 накидами. Следующий столбик с 2 накидами я провязываю в центр галочки под воздушные петли. Делаю 2 накида и провязываю в центр галочки столбик с 2 накидами. Опять 2 накида на крючок и следующий в столбик этой галочки. Получается, что над каждой галочкой я провязываю по 3 столбика с 2 накидами. 1 столбик в столбик, 1 столбик под воздушные петли и 1 столбик опять в столбик. 1, 2, 3.
вот так над столбиком. Один столбик с 2 накидами. Подвоздушные петли. Один столбик с 2 накидами. И над столбиком. И так над каждой галочкой по 3 столбика с 2 накидами. Еще раз покажу. Столбик, в арочку, и в столбик. И так провязала весь ряд. Когда провязала весь ряд столбиками с 2 накидами, последний ряд я провязала стрейчевой нитью. Это Alize Diva Stretch черного цвета. Можно этого не делать, я это сделала для эластичности. И провязывала над каждым столбиком столбик без накида. Просто над каждым столбиком один столбик без накида. И затем я в эти столбики уже вставила резинку. Резинку также использовала черного цвета. И подклад будет тоже черного цвета. Можно сделать пояс немножко другой. Можно резинку внутрь помещать и сделать, провязать несколько рядов, если вы хотите сделать широкий пояс, провязать несколько рядов, допустим, столбиками с одним накидом или столбиками без накидов, потом подогнуть, подшить и резинку в центр. Пояс уже можно делать кому как нравится. Я таким же способом оформляла пояс на юбке филейным вязанием, которую вязала розами. И мне это очень понравилось. Здесь нет утолщения, и она очень хорошо сидит. Также точно я сделала по лицевой стороне я оставляла 3 столбика, по изнаночной 2 столбика. И так просто продевала обычную резинку. И с черным подкладом это смотрится очень гармонично, на мой взгляд. Также я к юбке связала топ резинкой. Очень получилось эластично. Пряжа тоненькая, поэтому вязала на спицах 1,5 миллиметра. Растягивается до больших размеров и стягивается обратно. Получился такой очень хороший стрейчевый эффект. На такой топ у меня также есть мастер-класс на канале. Это самый обычный топ. Там я вязала из стрейчевой пряжи такой топ. И ссылку я тоже оставлю на него. Кто не видел, можно посмотреть. Оно растягивается по фигуре полностью. Немного выше, буквально на 1,5 сантиметра я провязала спинку. Так все одинаково. С юбкой. Вот таким образом. И теперь можно подбирать по цвету жакет, который будет подходить, и носить все это вместе.
Можно такую юбку связать и с расширением, меняя номер крючка. Верхние мотивы вязать более тонким крючком и затем увеличивать размер крючка. Мне понравилось так прямым полотном, я так и связала. Также можно добавить больше на свободу облегания и больше сузить к поясу. То есть провязать ряды с галочками большее количество, начиная, допустим, от бедер, и начинать сужение также и в этих рядах. Делать убавки в галочках. Провязывать над галочкой, допустим, галочка, столбик, и таким образом делать убавления. Но, в принципе, резинка, она, в общем-то, все равно стянет. Даже если вы не будете делать, как я не делала, никаких убавлений, а все равно галочки хорошо собираются. Ну вот, это все, что я могла рассказать по этой юбке. Надеюсь, что она вам понравилась. Вяжите с удовольствием, присылайте фото своих работ. Благодарю всех за просмотр и до новых видео.